В этом канале я хочу говорить об искусственном интеллекте. Сначала представлюсь, меня зовут Айжана. Хочу вам сказать о том, что каждый день разрабатываются все новые и новые приложения искусственного интеллекта. Сейчас их подсчитать очень трудно. Это более 1000 приложений, которое каждое несет свою функциональную обязанность. Это как создание текстовых приложений, создание изображений, видео, редакторов, ну и всевозможных для помощи человека всевозможных приложений, на какую тему он создал искусственный интеллект. Но самое распространенное у нас сейчас, э, многие пользуются, это чат GPT, Google приложением искусственного интеллекта Gemini, Claude Anthropic, GigaChat, ну и различные другие искусственные приложения, искусственного интеллекта приложения, которые анализируют, разрабатывают, работа с графикой. Ну, а на моем канале я хочу просто задавать вопросы. Ну, я проанализировала, некоторые задавала вопросы искусственным интеллектом, несколько платформам, и они отвечают, каждый анализирует по-своему, по-разному. Я выбрала самые короткие ответы, и мой первый вопрос искусственному интеллекту это такое: что означает слово «человек»? Давайте послушаем, что же ответил на этот вопрос искусственный интеллект. Что означает слово «человек»? Слово «человек» — это разумное живое существо, обладающее сознанием, речью, мышлением и способностью трудиться. Например, в русском языке с древнеславянскими корнями «чело» означает лоб, либо лицо, чело. Век — это, как мы можем понимать, возраст. Ну, век 100 лет, к примеру. Век или означает сила, возраст, жизнь или существо. То есть исторически слово можно понимать как разумное существо или существо с человеческим обликом. С научной точки зрения человек — это вид Homo sapiens, человек разумный. Вот такой ответ получила я на этот вопрос, на свой вопрос, что означает слово «человек». Так, следующий вопрос. Что означает слово «человек» например, на арамейском языке? Это древний язык арамейский. И что ответил искусственный интеллект? На арамейском языке слово «человек» обычно звучало как «энаш» или «бар-энаш». Значение «энаш» — человек, человеческое существо. Бар-энаш — сын человеческий или просто человек. Это выражение встречается в древних арамейских текстах и религиозных источниках. Например, во время Иисуса Христа арамейский язык был разговорным, и выражение «сын человеческий» звучало близко к бар-энаш. Вот на этот вопрос ответил искусственный интеллект. Вот так коротко. Так, следующий вопрос. Что означает слово «человек» на древнем языке? На обычном древнем языке. На древних языках слово «человек» звучало по-разному. Несколько известных примеров. Например, древнегреческий «человек», латинский, например, homo — человек. Отсюда слово homo sapiens. Это с латинского, с древнелатинского слова. Древнееврейский человек земной. Арамейский человек просто. Санскрит человек — человеческое существо. Древнеславянский человек. Во многих древних языках слово «человек» связывали с землей и происхождением, с разумом связывали, с народом или со смертностью. Например, древнееврейское «Адам» связано со словом «земля», Адам. Так, следующий вопрос. Кто создал человека? На этот вопрос искусственный интеллект ответил таким образом. На этот вопрос существуют разные ответы. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. С точки зрения науки человек появился в результате эволюции. Современный вид формировался миллионы лет из древних приматов. С точки зрения религии человека создал Бог или высшая сила. В разных религиях есть свои представления.
Например, в христианстве и исламе Бог создал Адама и Еву. В других религиозных существуют свои истории сотворения мира и человека. Это один из главных философских вопросов человечества, и каждый человек сам выбирает, какому объяснению доверять. Так, перейдем к следующему вопросу. Сколько по программе должен жить человек? К примеру, ну вот сколько он должен жить человек? 40 лет, 50 лет, 70, 100 лет, либо больше? На этот вопрос ответил искусственный интеллект таким образом. У человека нет запрограммированного точного срока жизни, но с точки зрения биологии ученые считают, что человеческий организм потенциально способен жить примерно 120-130 лет. Самый подтвержденный рекорд долголетия был подтвержден 140 и выше, 140, 100, максимально 146. Может быть, я ошибаюсь, это я из своего примера я вычитала в одном из заметок. Может быть, кто-то знает, что есть и долгожитель, может быть, и больше прожил человек. Напишите это в комментарии, обязательно укажите. На продолжительность жизни влияют. Самое первое влияет – это генетика. Генетика влияет питание, сон, стресс, экология, окружающая среда, само собой, физическая активность, медицина и образ жизни человека. Сегодня средняя продолжительность жизни вот на данное время в большинстве стран обычно составляет около 70-85 лет, хотя биологический предел считается выше. А если перейти вот в прошлый век, ну, примерно лет 30 назад, тогда средний возраст считался намного ниже. 60-72 года примерно было это в прошлом веку. В наше время возраст увеличился. Средний возраст человека 70-85. Вот на такой вопрос ответил искусственный интеллект вот таким образом. Сколько по программе должен жить человек? Вот такой ответ. Так, следующий вопрос. Какая часть человеческого тела не чувствует боли? Вот, вы человек, какая из частей вашего человеческого тела, организма не чувствует боли? На этот вопрос искусственный интеллект ответил таким образом. В человеческом теле нет полностью нечувствительных частей, но есть участки, где почти нет болезненных рецепторов. Самый известный пример – это волосы. Это волосы и ногти. Вот вы волосы стригем, мы же не чувствуем боль при этом. И ногти, если подстригли, то же самое. Их можно стричь без боли, потому что сами волосы и ноготь состоят из ороговевших клеток и не имеют нервных окончаний. Но если задеть кожу под ногтями, вот под ногтями, если вы это глубоко стригете ногти, тогда вы уже точно почувствуете боль. Или выдернуть волос с корнем будет, конечно, больно. Так, следующий вопрос к искусственному интеллекту. Чувствует ли человек боль в мозгу? Вот у нас мозг, боль в мозгу. Чувствует ли человек? Мы ощущаем боли, головные боли в основном мы ощущаем. А чувствует ли человек боль в мозгу? Так, слушаем ответ искусственного интеллекта. Сам мозг боли не чувствует, потому что в ткани мозга нет болевых рецепторов, поэтому во время некоторых операций на мозг человек может быть в состоянии, поэтому во время нескольких операций на мозге человек может быть в состоянии сознания и не ощущать боли от прикосновения к самому мозгу. Вот такие были исследования сделаны. Но боль могут чувствовать окружающие структуры. Оболочка, например, мозга, она чувствительная. Кровеносные сосуды, которые проходят через мозговую систему, нервы, кожа и мышцы головы. Это очень чувствительные. И именно поэтому возникают головные боли. Болит не сам мозг, а ткани вокруг него. Самый болевой участок на теле человека. Вот такой ответ я получила от искусственного интеллекта. Так, следующий вопрос. Один из самых чувствительных к боли участков тела человека.
самых чувствительных вот в нашем теле. Искусственный интеллект ответил на этот вопрос. Кончики пальцев наших очень много нервных окончаний, поэтому мы этими кончиками пальцами очень много чувствуем. Мы всегда трогаем, нам нужно пощупать, потрогать и ощущаем. Вот в этих кончиках очень много нервных окончаний. Губы и язык. Высокая чувствительность к температуре и боли. Вкусовые рецепторы наши расположены во рту. Зубы, особенно нерв внутри зуба. Паховая область и гениталия. Большое количество нервов. Подмышки и шея. Тонкая кожа и много нервных окончаний в области шеи и подмышек. Если говорить о самой болезненной зоне при травме, например, многие люди считают одной из самых сильных болей удар по гениталии или зубную боль. Вот так вот ответил искусственный интеллект. Самый чувствительный орган в организме человека. Следующий вопрос. Самый чувствительный орган в организме человека. Ответ искусственного интеллекта. Самым чувствительным органом к прикосновениям считается кожа. Кожа человека, вот наша вот кожа. Особенно участки с большим количеством нервных окончаний, как это я уже говорила, губы, наши кончики пальцев, язык, лицо, область гениталий. Если говорить именно о чувствительности к боли, то очень чувствительными считаются зубы и зубная пульпа, роговица глаз, пальцы рук, паховая область. А по количеству нервных окончаний одним из самых чувствительных считается язык и кончики пальцев. Языком мы ощущаем пищу, которую принимаем, горячая, холодная, теплая, вкусная, горькая, соленая. Вот в полости рта, в области языка очень много нервных окончаний чувствительных. Это все ощущается. И наши пальцы рук. Так, вот на такие вопросы и ответил искусственный интеллект. Если было интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий обзор. Ставьте лайки, пишите вопросы, которые вас интересуют, а я буду получать ответы и вам рассказывать. На этом я завершаю свой небольшой интересный обзор. Все интересное впереди. Подписывайтесь. Всем пока.